Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такой красивый летний берет с красивым ажурным узором. Берет смотрится легко, воздушно, пышно и красиво на голове. Берет универсального размера. Здесь диаметр большого круга составляет 26 сантиметров, но заузить берет вы можете по своему размеру. Берет вяжется от верха, от макушки, от центра. По кругу вывязывается ажурный узор и затем узор заужается. По низу берета выполняется резинка крючком. Можно вязать даже обычные столбики без накида по обхвату головы. Дорогие рукодельницы, в этом видео вместе со мной будем вязать узор для берета от первого ряда и до конца. Поэтому присоединяйтесь. Желаю вам легкого вязания. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Дорогие рукодельницы, прежде чем приступить к вязанию, хочу вам показать пряжу, с которой можно связать летний ажурный беретик. Я буду вязать берет из пряжи Янард Джинс. Это полухлопок, такая мягкая, комфортная ниточка. Здесь моточек 50 грамм и 160 метров. Одного моточка хватит на один беретик. И буду использовать крючок номер 3,5. Здесь как раз рекомендован крючок с таким номером для вязания. Также можно взять хлопковую ниточку. Это мерсеризованный хлопок Янард Бегония. Красивая ниточка с блеском. Здесь моточек 50 грамм и 160 метров. Можно взять, в принципе, любую пряжу, любую ниточку с похожей толщиной, то есть примерно 150, 160, 170 метров на 50 грамм. И вы попадете примерно в ту же плотность вязания. Также в процессе вязания узора для берета я вам расскажу, как связать, допустим, берет более объемным и на больший размер. Приступаю к вязанию и вначале делаю кольцо из нити, просто вот такую воздушную петлю. Далее берем крючок, вкалываем крючок, вводим крючок в кольцо, вытягиваем рабочую ниточку и провязываем вот первую воздушную петлю из кольца. Далее набираю еще 3 воздушные петли, то есть 4 воздушные петли подъема вместо первого столбика с 2 накидами. Далее делаем на крючок 2 накида, вводим крючок в кольцо и провязываем столбик с 2 накидами. Первый накид, второй накид и затем вершина столбика. Вновь делаем 2 накида, вводим крючок в кольцо и провязываем второй столбик с 2 накидами. Всего нужно провязать из кольца 17 столбиков с 2 накидами. Если считать первые 4 воздушные петли за первый столбик с 2 накидами, то получается, что в первом ряду мы провяжем 18 столбиков. Итак, провязываю первый ряд. Заканчиваю вязать первый ряд из столбиков с 2 накидами. И теперь мы за кончик нити тянем, затягиваем в начальное кольцо. Далее этот хвостик мы закрепим на изнанке и обрежем. И заканчиваю ряд. Здесь смотрите, в 4-ю петлю подъема делаем соединительный столбик. И начинаем вязать второй ряд. 1 воздушная петля. И из той же точки, из которой делали соединительный столбик, провязываем первый столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И эту цепочку закрепляем на вершине следующего столбика, провязываем столбик без накида. И вновь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем столбик без накида на следующей вершине столбика. Итого во втором ряду необходимо провязать 18 арочек из 5 воздушных петель и на каждой вершине столбиков первого ряда провязать столбик без накида. Заканчиваю вязать второй ряд. Смотрите, я провязала пока 17 арочек, и 18 арочку выполняем так: 2 воздушные петли, делаем на крючок накид
и из вершины первого столбика без накида провязываем столбик с накидом. И у нас закончился второй ряд, смотрите, на вершине арочки, так как нам надо. Далее начинаем новый ряд, третий ряд, 1 воздушная петля. И теперь заводим крючок вот за ту арочку, на которой мы закончили вязание, и провязываем столбик без накида. Далее набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И эту арочку закрепляем на следующей арочке предыдущего ряда. Столбик без накида. Вновь 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И арочку закрепляем на следующей арочке, провязываем столбик без накида. И таким образом в третьем ряду мы тоже должны провязать 18 арочек, закрепляем арочки, на арочках предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Заканчиваю вязать третий ряд и смотрите, провязываю последнюю 18 арочку. 2 воздушные петли, делаем на крючок накид и столбик с накидом вяжем из вершины первого столбика без накида. И у нас этот ряд заканчивается на вершине последней арочки. Начинаем 4-й ряд с 1 воздушной петли и из этой арочки провязываем столбик без накида. И мы уже начали вязать 4-й ряд. 4-й ряд будет тоже состоять из арочек. Тоже провязываем 18 арочек, провязываем 5 воздушных петель и закрепляем арочку столбиком без накида на следующей арочке предыдущего ряда. И точно так же, как и предыдущий ряд, провязываем 4-й ряд. Заканчиваю вязать 4-й, начинаю 5-й ряд. В конце 4-го ряда последнюю арочку провязываем 2 воздушные петли, делаем накид и выполняем столбик с одним накидом из вершины первого столбика без накида. И у нас заканчивается вязание тоже по центру арочки. Далее начинаем вязать узор с веерами. Сразу делаем на крючок накид и смотрите, вот из следующей арочки предыдущего ряда будем вязать 10 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязав веер из 10 столбиков с одним накидом, далее делаем столбик без накида на следующей арочке, далее набираем 5 воздушных петель и эту арочку закрепляем на следующей арочке столбик без накида. Мы провязали один раппорт, веер из 10 столбиков с одним накидом и арочка из 5 воздушных петель. И начинаем вязать следующий раппорт узора. Делаем на крючок накид и на следующей арочке вяжем 10 столбиков с одним накидом. Провязав второй веер 10 столбиков с одним накидом, делаем столбик без накида на следующей арочке, далее 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. Итак, мы выполнили второе повторение и далее вновь повторяем веер на следующей арочке из 10 столбиков, столбик без накида и арочка из 5 воздушных петель. Всего нужно в этом ряду провязать 6 вееров. Заканчиваю вязать 5-й ряд и в конце 5-го ряда, провязав 6-й веер, последнюю арочку выполняем 2 воздушные петли, делаем на крючок накид и из вершины вот первого столбика с накидом, точнее последнего столбика с накидом предыдущего ряда, провязываем столбик с одним накидом и начинаем вязать 6-й ряд. 1 воздушная петля, здесь мы на
вершине вот арочки делаем столбик без накида, делаем накид. И смотрите, на вершине первого столбика с накидом веера провязываем столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля, делаем накид, и на следующей петле на вершине следующего столбика с одним накидом провязываем столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля. Итак, мы по вееру провязываем столбики с накидом, 10 столбиков с накидом через 1 воздушную петлю. Провязав 10 столбик с одним накидом, далее делаем столбик без накида из арочки, следующий между веерами, делаем накид и начинаем вязать уже второе повторение узора. Вяжем 10 столбиков с накидом по вееру через 1 воздушную петлю. Итак, провязываем 6 повторений узора, 6 вееров, между веерами столбик без накида на арочке. Я заканчиваю вязать 6-й ряд, и смотрите, в конце 6-го ряда, провязав все столбики с накидом по последнему 6-му вееру, делаем здесь соединительный столбик вот из вершины первого столбика без накида. И далее для перехода к вязанию 7-го ряда провязываем еще раз соединительный столбик, и между столбиками, смотрите, вот из арочки 1 воздушная петля, 1 соединительный столбик, то есть всего 2 соединительных столбика. Далее 1 воздушная петля, и начинаем вязать 7-й ряд. В 7-м ряду будем вязать арочки из 5 воздушных петель. И смотрите, вначале мы по вееру между первым и вторым столбиком вот за эту арочку провязываем столбик без накида и набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И первую арочку мы закрепляем, провязывая столбик без накида, вот пропустив второй, третий, то есть между 3-м и 4-м столбиком по вееру провязываем столбик без накида. Вновь набираем 5 воздушных петель. Далее вот пропускаем 4-й, 5-й, и между 5-м и 6-м вводим крючок и провязываем столбик без накида. Набираем 5 воздушных петель. Пропускаем 6-й, 7-й, между 7-м и 8-м вновь столбик без накида и еще 5 воздушных петель. И здесь пропускаем 8-й и 9-й, между 9-м и 10-м столбиком веера столбик без накида. Вновь набираем 5 воздушных петель. И смотрите, на этом мы провязали первый раппорт узора. Получается у нас 1, 2, 3, 4, и это будет 5-я арочка, которую мы закрепляем между первым и вторым столбиком по следующему вееру. Провязываем столбик без накида. То есть у нас вот в начале вязания веера мы провязали первый раппорт на 3 арочках, и здесь смотрите, мы сделали прибавку, и у нас узор расширился до 5 арочек. Итого у нас получается 6 вееров, 6 умножаем на 5, будет 30 арочек в этом ряду. То есть мы дальше вновь набираем 5 воздушных петель, то есть так же как в начале вязания первого раппорта, пропускаем 2 столбика, и получается между 3-м и 4-м провязываем столбик без накида и так далее. Заканчиваю вязать 7-й, начинаю 8-й ряд. Смотрите, последнюю арочку провязываем 2 воздушные петли, делаем накид и провязываем столбик с одним накидом из вершины первого столбика без накида. И у нас вязание становилось по центру последней арочки. Начинаем 8-й ряд, 1 воздушная петля,
И из центра последней арочки столбик без накида, далее 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. И далее повторяем 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. И таким образом провязываем 8 ряд. Будет тоже количество арочек, что и в предыдущем. Заканчиваю вязать 8, начинаю 9 ряд. Заканчиваем ряд точно так же, последнюю арочку провязываем 2 воздушные петли, делаем на крючок накид и провязываем столбик с одним накидом из вершины первого столбика без накида. И начинаем 9 ряд, 1 воздушная петля, тоже столбик без накида на вот арочки, на которые мы завершили вязание. И 9 ряд повторяем как 8, то есть набираем 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. Получается, мы провязываем тоже количество арочек, что и в 8 ряду. Заканчиваю вязать 9, начинаю 10 ряд. В конце 9 ряда последнюю арочку делаем 2 воздушные петли, накид на крючок и столбик с накидом из вершины первого столбика без накида. Далее 1 воздушная петля, а вот на вершине арочки, которую мы закончили, столбик без накида, и начинаем вязать в 10 ряду новый ряд с веерами. Делаем на крючок накид и вот из следующей арочки предыдущего ряда, и здесь в этом ряду для веера мы провязываем 8 столбиков с одним накидом. То есть вот первые веера мы вязали, вот первый ряд из 10 столбиков. Здесь будет уже 8 столбиков с одним накидом. Так. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик с одним накидом. Провязав веер на арочке, далее мы делаем столбик без накида на следующей арочке, то есть закрепив веер. Вновь делаем накид, далее мы делаем после веера новую арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляем на следующей арочке и после столбика без накида выполняем новый веер. То есть на следующей арочке провязываем вновь 8 столбиков с одним накидом. Итак, повторяем. На арочке веер из 8 столбиков, столбик без накида, новая арочка, 5 воздушных петель, столбик без накида. И в 10 ряду у нас должно получиться 10 вееров, 10 повторений узора. Заканчиваю вязать 10 ряд. И здесь в конце ряда, провязав 10 веер из 8 столбиков, закрепляю этот веер столбиком без накида на следующей арочке. И смотрите, последнюю арочку между веерами провязываем 2 воздушные петли, делаем накид и из первого столбика без накида провязываем столбик с одним накидом. И переходим к вязанию 11 ряда. 1 воздушная петля, также столбик без накида по арочке первой, делаем накид. И далее вяжем по вееру, по вершинам столбиков. Здесь мы вяжем 8 столбиков с одним накидом через 1 воздушную петлю. Провязали столбик с одним накидом, 1 воздушную петлю. Причем в начале мы здесь не делаем воздушную петлю, вот после столбика без накида. И после 8 столбика без накида тоже не делаем воздушную петлю и делаем здесь сразу столбик без накида на арочке между веерами. Итак, я провязала столбики по первому вееру и далее вот сразу после 8 столбика делаю столбик без накида на арочке между веерами. Сразу делаю накид и начинаю вязать уже по второму вееру. Тоже 8 столбиков через 1 воздушную петлю. Итак, мы провязываем узор на всех 10 веерах в этом ряду.
Заканчиваю вязать 11, начинаю 12 ряд. Смотрите, провязав в 11 ряду столбики по последнему вееру, делаем соединительный столбик из вершины первого столбика без накида. И далее еще 2 соединительных столбика вот по вершине столбика с одним накидом. И между первым и вторым столбиком еще один соединительный столбик. Далее 1 воздушная петля и столбик без накида между первым и вторым столбиком. И в 12 ряду мы начинаем вязать арочки. 5 воздушных петель, 5. Далее пропускаем 2, 3 и между 3 и 4 столбиком вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вновь 5 воздушных петель, и закрепляю арочку, пропускаем 4, 5, между 5 и 6 столбик без накида. 5 воздушных петель. И здесь между 7 и 8 последним столбиком тоже столбик без накида. И еще раз 5 воздушных петель. И переходим на следующий веер. Здесь между первым и вторым столбик без накида. Итого мы провязали первый раппорт, и у нас в этом ряду раппорт составляет, вот смотрите, 4 арочки. Так как у нас было провязано 10 вееров в предыдущем ряду, то в 12 ряду у нас получается будет 40 арочек. И таким образом точно так же далее повторяем узор, как с начала ряда. Заканчиваю вязать 12 и начинаю 13 ряд. В конце 12 ряда последнюю арочку делаем 2 воздушные петли, накид, и из вершины первого столбика без накида провязываем столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля, и на этой последней арочке мы провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. И повторяем 5 воздушных петель, столбик без накида на следующей арочке. Таким образом у нас будет то же самое количество арочек, что и в предыдущем ряду, в 12 ряду. 14 ряд мы провязываем точно так же. Заканчиваю вязать 14 ряд и начинаю 15 ряд. Смотрите, к завершению вязания 14 ряда вот узор для берета раскладывается вот в такой круг, так как мы делаем прибавки по кругу. И получается у нас сейчас диаметр ажурного круга 26 сантиметров. Если вы хотите еще связать объемнее, пышнее берет, то в следующем ряду вееров я вам скажу, какие сделать прибавки. Но далее, по сути, узор веера уже будет провязываться без прибавок прямо. И далее уже при следующем повторении раппорта веера мы уже далее, наоборот, будем узор убавлять. И смотрите, в конце 14 ряда, как обычно, последнюю арочку, 2 воздушные петли, и провязываем столбик с накидом из вершины первого столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля и столбик без накида из этой же арочки. И начинаем вязать 15 ряд. В 15 ряду мы начинаем сразу вязать веера со следующей арочки. И в этом ряду веер будет состоять из 6 столбиков с одним накидом. То есть если мы вот здесь веера, которые второго ряда, ну то есть вот первый ряд вееров, второй ряд вееров, здесь мы вязали 10 столбиков с накидом для веера, здесь мы вязали 8, сейчас мы вяжем 6. При вязании 10 столбиков здесь у нас раппорт с 3 арочек расширился на 5 арочек. При вязании веера из 8 столбиков у нас раппорт с 3 арочек расширился на 4 арочки, то есть плюс 1 арочка на 1 раппорт. То здесь при вязании 6 столбиков у нас раппорт останется 3 арочки после провязывания узора веера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков. Далее на следующей арочке
столбик без накида, 5 воздушных петель и далее столбик без накида на следующей арочке. И далее начинаем повтор, то есть мы на следующей арочке провязываем 6 столбиков с одним накидом, столбик без накида на следующей арочке, 5 воздушных петель и столбик без накида. Дорогие друзья, в 15 ряду здесь мы будем вязать 13 вееров, то есть 13 повторений узора. Но так как у нас было в предыдущем ряду провязано 40 арочек, а каждый раппорт вяжется на 3 арочек, у нас в конце ряда будет между веерами провязана не одна арочка, а 2 арочки. Но это никак не будет как выделяться в узоре берета. Я заканчиваю вязать 15 ряд, и здесь, провязав 13 веер, получается, я провязываю еще одну арочку, 5 воздушных петель, столбик без накида, и последняя арочка, 2 воздушные петли, накид и столбик с одним накидом из вершины первого столбика без накида. То есть получается, между первой и последней арочкой у нас веером у нас здесь 2 арочки. Перехожу к вязанию 16 ряда, 1 воздушная петля, столбик без накида. И далее по первому вееру провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля, и следующие петли столбик с накидом, 1 воздушная петля. И получается, в этом ряду по вееру мы всего провязываем 6 столбиков с одним накидом через 1 воздушную петлю. После 6-го столбика закрепляем веер между веерами на арочке столбиком без накида и переходим к вязанию столбиков на следующем веере. И так провязываем этот ряд. Заканчиваю вязать 16 ряд, и в конце ряда, здесь провязав последний 13 веер, делаю еще одну арочку, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом из вершины первого столбика без накида. И начинаем вязать 17 ряд, 17, 18, 19 ряд, это будут ряды с арочками, они будут провязываться почти одинаково. Здесь провязываем на вершине вот первой арочки столбик без накида, далее 5 воздушных петель, и далее между первым и вторым столбиком по вееру провязываем столбик без накида. Вновь набираем арочку, 5 воздушных петель, пропускаем 2 столбика, и получается между третьим и четвертым столбиком столбик без накида, вновь 5 воздушных петель, и между пятым и шестым столбиком столбик без накида, и вновь 5 воздушных петель, и переходим на следующий веер, между первым и вторым столбиком столбик без накида. Итак, раппорт будет 3 арочки, и всего будет в этом ряду провязано также 40 арочек. Если вы, кстати, вязали веера из 8 столбиков, то у вас будет 4 арочки провязаны на один раппорт, и соответственно, конечно же, увеличится количество арочек в ряду на количество раппортов. Итак, я провязала 17, 18 и заканчиваю 19 ряд. Это ряды из арочек, по 40 арочек было провязано, и последнюю арочку вот заканчиваю 2 воздушные петли и столбик с накидом из столбика без накида. Далее начинаю вязать 20 ряд, и в 20 ряду будем начинать вязать новый раппорт вееров. Вначале делаем столбик, 1 воздушная петля и столбик без накида на
арочки, на которой мы закончили вязание. И в этом ряду будем вязать веера всего из 4 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3 и 4 столбик с одним накидом. Далее этот веер закрепляем столбиком без накида, 5 воздушных петель и на следующей арочке столбик без накида. И новое повторение на следующем веере: 4 столбика с одним накидом, 4 столбик без накида на следующей арочке, 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. Всего у нас будет тоже 13 вот таких вееров, 13 повторений узора. И между первой и последней арочкой будет веера, первым и последним веером будет 2 арочки. Заканчиваю вязать 20 ряд, и здесь после 13 веера из 4 столбиков провязываю арочку из 5 петель, закрепляю на следующей арочке столбиком без накида, и последняя арочка, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом из вершины столбика без накида. Далее начинаю вязать 21 ряд, 1 воздушная петля, столбик без накида, и далее провязываем по первому вееру. Здесь 4 столбика с одним накидом через 1 воздушную петлю. Провязав 4 столбик с одним накидом, далее выполняем столбик без накида на арочке следующей и переходим на вязание столбиков по следующему вееру. Столбик с накидом, 1 воздушная петля. Провязываем 4 столбика с одним накидом через воздушную петлю. После 4 столбика столбик без накида на следующей арочке. И так провязываем этот ряд. Заканчиваю вязать 21 ряд. Здесь, провязав 13 веер, столбик без накида, и остается провязать последнюю арочку между веерами. 2 воздушные петли и столбик с накидом из вершины столбика без накида в начале ряда. Далее начинаю вязать 22 ряд, 1 воздушная петля, столбик без накида. И в этом ряду будем вязать арочки. 5 воздушных петель и закрепляем первую арочку между первым и вторым столбиком. Вновь 5 воздушных петель и закрепляем арочку между третьим и четвертым столбиком. Получается, что в этом ряду далее вновь 5 воздушных петель и закрепляем следующий веер на следующем, арочку на следующем веере. Таким образом, в 22 ряду мы провяжем не 40 арочек, а меньше на 13 арочек, то есть будет 27 арочек провязано. В следующем ряду мы тоже будем вязать то же количество арочек. Заканчиваю вязать 22 ряд и провязываю последнюю арочку, 2 воздушные петли и столбик с накидом из вершины столбика без накида. И 23 ряд будет еще один ряд арочек, столбик без накида из первой арочки, далее 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. Провязываем 23 ряд, и по сути у нас ажурная часть берета завершена. И далее мы уже будем вязать резинку здесь по низу берета.
Итак, заканчиваю вязать 23 ряд, и здесь последняя арочка завершает 2 воздушные петли и столбик с одним накидом из вершины первого столбика без накида. И далее начинаю вязать резинку по низу берета, по обхвату головы. И вначале делаю 3 воздушные петли подъема и после 2 столбика с одним накидом из той же арочки. Далее перехожу на вязание на следующие арочки и провязываю здесь 5 столбиков с одним накидом. Дорогие друзья, здесь при вязании первого ряда столбиков резинки для берета, смотрите, вы можете сами здесь вычислить, сколько вам необходимо провязать столбиков, чтобы резинка была по обхвату головы. Я буду вязать по 5 столбиков с одним накидом первый ряд. И так как у меня было по 5 столбиков на каждой арочке, и так как было 27 арочек провязано, то у меня получается 135 столбиков с одним накидом. Будет такая свободная резинка. Если вы хотите по обхвату головы, можете уменьшить или увеличить, если свободнее хотите, здесь резиночку, количество столбиков. Итак, первый ряд мы провязываем просто ряд столбики с одним накидом. Заканчиваю вязать ряд столбиков с одним накидом, и здесь на последней арочке провязываю 4 столбика, чтобы у меня было четное количество столбиков. И заканчиваю ряд здесь на арочке, на которой было провязано 3 воздушные петли и 2 столбика, здесь еще 2 столбика провязываю. И соединительный столбик из третьей петли подъема. Далее набираю 2 воздушные петли и начинаю вязать вот с той же ножки с воздушных петель, как с ножки столбика. Завожу крючок впереди вязания за ножку столбика и провязываю выпуклый рельефный столбик. Следующий рельефный столбик вяжу вогнутый. Завожу крючок с изнанки на изнанку за ножку столбика предыдущего ряда и провязываю столбик с накидом. И так повторяю. На следующей ножке провязываю выпуклый столбик и далее вогнутый столбик. И таким образом продолжаем чередовать выпуклый столбик и вогнутый столбик. Далее в следующих рядах тоже над выпуклыми столбиками будем вязать выпуклые, над вогнутыми вогнутыми. И провяжу несколько рядов резинки крючком.